Этот смартфон меняет правила игры. Состоялась премьера премиального топового камерафона Huawei Pura 70 Ultra. Новинка получила инновационный выдвижной дюймовый сенсор, шикарную LTPO OLED-матрицу, процессор Kirin 9010 и защиту по стандарту IP68. Всех приветствую, друзья, вы на канале FaneShop, полезно и не очень. На днях в Поднебесной был представлен новый флагман Huawei Pura 70 Ultra. Он пришел на смену лучшему камерафону по итогу 2023 года Huawei P60 Ultra. Изюминкой аппарата стала основная камера, оснащенная инновационным дюймовым сенсором с матричной стабилизацией, переменной диафрагмой от f1.6 до f4.0 и выдвижной конструкцией. Давайте же наконец знакомиться с ним. Лайк, подписка на канал за старание и приступим. Начнем с того, что компания Huawei решила переименовать свою успешную линейку камерафонов серии P, запущенную еще в далеком 2012 году. Название Pura переводится с испанского как «чистый» или «красивый». Они ориентированы в первую очередь на стильный внешний вид и высокое качество съемки. Дизайн новинки, как всегда, удивляет. Оформлен гаджет в модной нынче классической коже, а рамка металлическая. Габариты новинки составили 162,6 мм в высоту, 75 мм в ширину при толщине в 8,4 мм. Вес аппарата составил 226 грамм. Huawei Pura 70 Ultra получил шикарную плоскую OLED-матрицу на 6,8 дюймов, разрешением 2844 на 1260 пикселей с повышенной частотой кадров до 120 Гц. Причем она адаптивная и может работать в разных сценариях по-разному в зависимости от приложений. Плотность пикселей 460 точек на дюйм. Яркость на высоком уровне в 2500 нит, при этом частота регулировки шима 1440 Гц. А это значит, что ваши глаза уставать не будут даже при длительном экспириенсе со смартфоном. Матрица 10-битная с поддержкой HDR10+, и HDR Vivid, а также высоким 100% цветовым охватом DCI-P3. Хочу отметить и внушительную частоту сенсорного слоя в 300 Гц, благодаря чему играть на смартфоне одно удовольствие. Экран выполнен по технологии 2,5D с минимальными рамками по всем сторонам. Соотношение экрана к корпусу составило 91,4%. Матрица прикрыта прочнейшим закаленным стеклом нового поколения Kunlun Glass 2.0, которое отлично себя показывает в разных дроп-тестах. При желании экраном даже можно колоть орехи. С ним ничего не случится. В общем и целом экран здесь отличный. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Построен аппарат на новейшей собственной 12-ядерной платформе Kirin 9010, которая была представлена совсем недавно. Она изготавливается по 7-нанометровому техпроцессу и имеет на борту два суперядра Taishan V121, работающих на частоте 2300 МГц, 4 ядра Taishan V121 с частотой 1550 МГц и 6 энергоэффективных ядер Cortex A510, работающих на частоте 2180 МГц. За графику отвечает ускоритель Malion 910, работающий на частоте 750 МГц. Связки с быстрой оперативной памятью объемом 16 ГБ формата LPDDR5 и до 1 ТБ постоянной памяти типа UFS 3.1. Традиционно для флагманов карты памяти смартфон не поддерживает. Все это железо набирает почти 1 миллион баллов в Antutu 10. В бенчмарке Geekbench 6 аппарат выбивает 1444 балла в однопотоке и 4765 баллов в многоядерных задачах. Это довольно скромный результат, но учитывая, что это процессоры собственной разработки, я думаю, вполне себе неплохо. Ну а теперь переходим к киллер-фиче данного аппарата. Это его камера. Последние годы флагманы от Huawei занимали одни из лидирующих позиций на всем рынке смартфонов. И наш сегодняшний герой достойно продолжает эту традицию. Модуль камер выполнен в виде островка с красующейся надписью X-Mage. Он состоит из трех сенсоров. Главный топовый дюймовый датчик Sony IMX989 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения и переменной диафрагмой с f1.6 до f4.0. Huawei смогла разместить дюймовый сенсор в небольшом пространстве. Это позволяет улавливать больше света, что приводит к более четким изображениям, особенно в условиях низкой освещенности. Уникальной фишкой стал инновационный механически выдвигающийся объектив.
Он защищен телескопической крышкой, она выдвигается вместе с модулем камеры, защищая ее от пыли и царапин. При этом смартфон защищен по стандарту IP68 и без проблем выдерживает любые нагрузки. Второй сенсор Televic на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и апертурой f2.1. Может использоваться в качестве макрокамеры и делает это весьма впечатляюще, демонстрируя шикарные снимки мелких объектов. Ну и третий сенсор сверхширик на 40 мегапикселей с фокусным расстоянием 13 мм и апертурой f2.2. Поддерживает цифровую стабилизацию изображения. Камеры способны записывать видео до 4К при 60 кадров в секунду, а также могут похвастаться сверхбыстрым автофокусом, делая практически всегда четкие снимки в любых сценариях использования. Фронтальная камера на 13 мегапикселей с фазовым автофокусом и апертурой f2.4. Имеет на борту цифровую стабилизацию и может записывать видео в 4К при 30 кадрах в секунду. Huawei Puro 70 Ultra оснащен довольно емким аккумулятором на 5200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 100 Вт, которая идет в комплекте, а также поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью до 80 Вт. Не лишен наш сегодняшний герой и новомодных, а точнее хорошо забытых, управлений жестами. С помощью взмахов ладони можно переключать треки, отвечать на телефонные звонки и совершать множество привычных действий. Смартфон также поддерживает и алгоритмы искусственного интеллекта с возможностью создания уникальных статей, дорисовки либо удаления разных объектов на фотографии, улучшения их, а также множество других функций. Упомяну я и о космических возможностях данного аппарата с возможностью совершать звонки либо отправлять сообщения через спутник, причем это можно делать в обе стороны. Также отмечу и отличный прием сигнала благодаря антеннам собственной разработки Lingy, которые обеспечивают уверенную связь в самых труднодоступных местах. Тут же подключаются и алгоритмы искусственного интеллекта со своим шумоподавлением, чтобы вы всегда слышали кристально чистую речь собеседника. Huawei Puro 70 Ultra получил топовые вибромоторчики, стереодинамики с шикарным звучанием, адаптеры Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, VoLTE, инфракрасный порт и NFC модуль. Аппарат может похвастаться защитой по стандарту IP68 и не боится полного погружения в воду. Трудится наш герой под управлением фирменной операционной системы Harmony OS 4.2 из коробки. На прилавке в магазинах новинка поступит в 4 цветовых палитрах: черной, белой, коричневой и зеленой. По цене в $1400 за базовую версию на 16-512 гигабайт и за максимальную топовую версию на 16,1 терабайт придется отдать $1500. Ну как вам, друзья, топовый камерафон от Huawei? Пишите свое мнение. С вас лайк, с меня контент. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся.